Добрый день. Сегодня у меня такая работа. Мне нужно зашить вот такие вот дыры мальчику 6 лет на трикотажных штанишках и подростку. Подростку нужно немножечко с фантазией, а мальчишке я предлагаю вот такие вот заплаточки из джинса, из кожзаменителя. Это тоже джинс. А вот мальчику постарше нужен с фантазией. Он вот такие вот заплатки носить не будет. У него здесь есть красная такая буква и белый ремешок. Я приготовила красный материал и белый. Будем фантазировать. Начинаем приклеивать дублерин. Мы его приклеим снаружи, потому что изнутри дублерин после стирки отойдет, а снаружи с ним ничего не будет. Он закроется, прострочится и никуда не денется. Теперь начинаем пристрачиваться нашу заплаточку. Я ее обработала оверлоком, но можно обработать зигзагом, и тоже будет очень красиво. Вот я прострочила 2 строчки. Вот здесь видно. Если вы делаете на зигзаге, вместо оверлока можно поставить зигзаг и прострочить его с 2 сторон. Тоже будет очень красиво. Вот теперь мы закрываем дырку, утюжим, и работа закончилась. Так, все закончили. Теперь надо утюжить. Вот видите, как получилось хорошо, правда? Для наглядности я сделала вторую коленку вот такую с джинсом. Ну, хозяйка, конечно, выбрала вот этот вот, потому что был такой джинс. Но когда нет такого же, можно сделать и таким. И тоже неплохо получается. Судить вам, решать вам, как получится, так и сделаете. С этими мы работу закончили. Вот теперь будем делать вот эту для подростка. Здесь такие дыры длинные и одна маленькая. Я обмелила вот эти 2 главные, расстояние 4 сантиметра, и выкроила самую большую красную. Потом выкроила белую. И затем опять красная. Красная, вторая, закроет маленькую дырочку. И видите, я как заутюжила, чтобы были хвостики. И пришивать я буду снизу, чтобы закрыть эти хвостики, потому что здесь скос идет. И чтобы не делать лишних заморочек в виде углов, я просто сделаю вот эти хвостики и вот так их закрою предыдущей ленточкой. Для того, чтобы ровненько прострочить, я с 2 сторон распорола вот эту штанину, все разлиновала. И теперь буду начинать с красной, с нижней красной. Мы прострочили красную, теперь будем строчить беленькую. Вот так накладываю вот сюда
и закрываю вот этот хвостик. Прострочили беленькую. Теперь самую большую будем накладывать. Третью планочку я тоже пристрочила. Теперь надо все отутюжить и закрыть в швах вот эти вот дыры. Я прострачиваю вот эти швы на оверлоке 4-ниточном. Если у вас нет 4-ниточного оверлока, вы можете сделать крупный зигзаг и потом прострочить на машинке. Просто вам нужно будет поменять иголку на специальную для трикотажа. И дырок не будет, и тянуться будет, все будет нормально. Я закрыла швы, осталось только ниточки спрятать и перейти к утюжке. Итак, работу я закончила. Вот такой дизайн у меня получился. Здесь есть и шнуровка белая, и буква красная, и в общем получилось неплохо. Главное, что хозяйке понравилось, и хозяину тоже. Вот эти вот вторые штанишки мы тоже закончили. Тоже получилось неплохо. Главное, хозяева этих вещей довольны. А что еще нам надо? Ну, на этом я заканчиваю. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До следующих встреч.